Всем приветики, дорогие друзья! Я вернулась к своему сыру, начала делать сыр. Опять нашли мы фермера, который нам будет давать молоко. И вот здесь у меня 18 литров. Сейчас я буду добавлять сычужный фермент. Так, вот он у меня здесь. Он уже готов. Это сушеный желудок вместе с солью. И сейчас я налью его в молоко. Сейчас я выключу, потом вернусь. Вот так я буду наливать. Прикрыла марлей и через вот такую крышечку буду наливать. Баночка у меня 800 граммовая. Практически весь этот фермент я сюда налью. Так, его процеживаю. Так, вот смотрите, чуть-чуть осталось, но где-то 500 миллилитров я налила. Плита у меня уже выключена, молоко нагрето. И сейчас я вот так хорошо перемешаю. Ложка у меня только для молока, помытая, высушенная. Вот. И вот так ее оставлю. Через 45-50 минут будем уже собирать сыр. Вот здесь у меня сыр с предыдущего раза. Вот как видите, он немножечко влажный. Я его только что еще раз посолила. Он у меня был просоленный. Но вот еще раз его посолила. Через ситечко вместе с марлей я процедила молоко. 2 литра отлила вот сюда в баночку. Это пить для каши, и кефир буду делать. Это у меня формочки здесь уже помытые, высушенные. В тарелочке их поставлю. Марля, вон она у меня уже помыта и сушится. Вот. В ведро будем процеживать сыворотку. Вот и все. Ведро тоже чистое, только для этих целей, для молока. Вот эта крышка. Вот сыр сушу вот так вот, смотрите, на пластмассовой сеточке. Это вообще у меня форма для переноски продуктов. Когда едешь на пикник или куда-то, вот такая форма. Я в ней сушу сыр, потому что деревянная решеточка впитывает запахи, как вы понимаете, металлическая ржавеет. Поэтому пластмассовая самое то. Вот, видите, я посолила немножко сыр, и он чуть-чуть влажный. Как только подсохнет, переверну его еще пару раз, и потом уже накрою крышкой, вынесу на холод. Так, сюда нужно будет налить сыворотку. И... Вы поняли, да? Дайте-ка, Аби. Так, сейчас. Вот, смотрите. Видите, остается, что с другой стороны. Вот видите, что остается с другой стороны. Вот. Марлечку помою, высушу. Сюда налью сыворотку. И пойдет она у меня в холодильник. Вот и все. Ну что, друзья, сыр наш готов. Смотрите, схватился хорошо. И сейчас я буду его собирать. Ручки помыты, маникюр снят. Я смотрю «Девчата» фильм. Я надеюсь, что вам хорошо видно. Ну вот, приступим. Вот это зерно я хорошо разбиваю, чтобы сыр был более равномерным и хорошо созревал. С самого дна поднимаю зерно. Как видите, сыр оседает, и сейчас я начну его собирать. Можно сыр процедить, девочки, но никто в моей семье никогда сыр не процеживал. Его можно вот сейчас процедить
и собрать вот эту массу сырную, зерно, собрать его в дуршлаг. Но у нас так никто не делает. И моя бабушка, и мама, и свекровь всегда вот так руками собирали зерно прямо вот так в кастрюле. Оно хорошо склеивается. Главное терпение. Так, потихонечку его нужно прижимать к стеночкам кастрюли, и оно потихонечку соберется. Как видите, оно очень хорошо оседает внизу, поэтому его собирать несложно. Как видите, зерно хорошо оседает, сверху уже сыворотка, вот, поэтому собирать его достаточно просто. Теперь можно собрать эту массу вот так в форму. Сюда я еще добавлю туда, в эту массу, потому что сыр получится маленький. И так потихонечку начинаем отжимать сыворотку из сыра. Сейчас я сюда еще добавлю немножко зерна, потому что когда сыр весь течет, он будет небольшой. Так. Смотрите, сколько. Потом мы с вами взвесим, сколько у нас сыра получилось. Это зерно прямо лежит на дне кастрюли. Столько его. Кто не смотрел мои предыдущие видео, друзья, посмотрим, поместится мне сыр. Ой! Слишком сильно прижала. Так, давайте посмотрим, поместится ли у меня. Отлично. И также этот сыр отжимаем.
Видите, сколько еще сыворотки. Ее нужно хорошо отжать. Вот так, друзья, отожмем сколько получится. Поставим сыр под гнет. Остатки я сейчас процежу. Вот этот сыр у меня пойдет на пироги, поэтому как бы форма меня не очень сильно беспокоит. Я его переверну, он немножко помнется. Вот так, смотрите, края подверну чуть-чуть. Так, видите. Вот. И теперь ситечко возьмем. Все, что видите, практически ничего не осталось. Совсем чуть-чуть, видите. Вот и все, друзья. Как видите, практически ничего не осталось здесь. Сейчас я эту сыворотку вскипячу и сделаю из нее творог. Получится что-то среднее между творогом и таким, знаете, мягким сыром. Смотрите, сколько сыворотки стекает. Кстати, вот эту сыворотку сейчас, все, что будет стекать, я налью в вот сюда, в баночку, в желудок. Вот и все. Осталось поставить под груз. Так, это обратно на плиту. Отошла миска. Так, смотрите. Ставим небольшой груз. Чай поставим сюда. Немножко тяжеловато. Ничего страшного. Девочки, после каждого использования, когда наливаю сыворотку, добавляю 1 чайную ложку соли. Каменной без йода желательно. У меня такой нету, поэтому я добавляю обычную морскую соль. Не мелкую, а вот такую крупную вот морскую соль. Вот сейчас я ее наполню, эту баночку, и поставлю обратно в холодильник. Ну вот, друзья, смотрите, почти все закипело. Вот видите, вот такая поднимается масса сверху. Сейчас она покипит минут 5, может, 10. Вот, и все это процедим. И получится такой творожок. Вот и все, друзья. В принципе, почти все готово. Сыворотка, смотрите, еще выделяется достаточно много. Вот, ее нужно просто сливать. Сейчас я так и сделаю. Так, кстати сказать, она очень полезна. Это сыворотка на натуральном сычужном ферменте, не на пепсине. Так, сыр уже можно перевернуть. Аккуратненько, ручки помыты у меня. Так, аккуратненько, аккуратненько. Теперь его так переворачиваем. Так, и точно так же этот сыр. Так, сыворотку сливаем. Вот. Этот сыр я не буду, наверное, переворачивать, хотя, в принципе, можно его и перевернуть, но не имеет значения, поскольку из этого сыра я буду делать пироги, девочки, так что это не имеет значения. Если я его переверну, то вы видите, да, какая форма моей этой самой формы для сыра. Если перевернуть сыр, то он, конечно, немножко помнется. Но это не имеет значения, поскольку все равно мне его завтра-послезавтра нужно будет примять. Вот это потяжелее. Это все. Все. Оставляю до завтра. Завтра вот этот сыр, который для еды, посыплю крупной солью.
желательно, нежелательно, а обязательно не йодированной. Я буду посыпать морской солью, поскольку не йодированной у меня нет. Вообще нет крупной соли у нас сейчас, только вот такая морская. Все, а этот сыр, сегодня у нас что, четверг? Завтра, послезавтра можно делать пироги уже из него. Ну что, друзья, всем приветики. Как видите, сыворотка еще стекает. Прошло меньше суток. Это я сейчас солью. И сейчас мы начнем смазывать сыр солью. Ручки помыли. Обычно я это делаю над раковиной. Ну, просто, чтобы вам было лучше видно. Так, потихонечку выходит. Все. Теперь нужно придерживать. Сыр очень нежный, мягкий. Если вы живете в России, смазывайте этой каменной солью без йода, не йодированной. Вот смотрите, примерно вот так. И по краям тоже. Вот так. Кладем сыр обратно. И сверху тоже примерно таким же количеством смазываю. Ставлю обратно под пресс. Этот сыр я солью смазывать не буду, потому что из него буду делать пироги. Вот. А соль, конечно, сделает этот сыр более сухим и плотным. Вот смотрите, какой он нежный. Сейчас ручку помою. Как я уже сказала, даже суток еще не прошло. Смотрите, выделяется еще сыворотка. Вот. И вот посмотрите, какой мягкий, нежный сыр. Из него еще, видите, при надавливании видно, что в нем много сыворотки еще. Вот. Поэтому ставлю пока под груз. И завтра буду печь пироги из этого мягкого сыра. Значит, вот этот сыр оставлю опять под груз. И уже не такой тяжелый, как в первый раз. Если в первый раз у меня стояла банка примерно 800-900 грамм весом, то сейчас, может быть, где-то полкило вес поставлю. И, друзья, забыла вам сказать, сколько брать соли. Берите по вкусу. Вот я сейчас взяла, наверное, может быть, 1,5 столовые ложки, да, или 2 столовые ложки. Кстати, я сейчас взвешу сыр и посмотрим, сколько у нас получилось сыра. Но берите по вкусу. Вот я смазала солью один раз, да, примерно взяла 1,5 столовые ложки. Еще раз вечером смажу. Однозначно, потому что я знаю, что для нашей семьи мы любим чуть-чуть посолонее. Завтра я кусочек отрежу сыра и попробую, посмотрю, достаточно нам соли или нет. Если недостаточно, то смажу еще посыплю солью. Для долгого хранения, конечно, нужно просаливать сыр хорошо или делать рассол. Смотрите, рассол мои родители, да, и бабушка, и мама, и свекровь моя, они делали так. Наливали воду, вот, в зависимости от того, сколько у вас сыра, да, 2-3 головки. Значит, берете кастрюлю, ну, допустим, грубо скажем, если у вас 2 всего головки, да, 5-литровую кастрюлю берете, наливаете холодную кипяченую воду, то есть кипятите воду, даете ей остыть и всыпаете в нее соль. На 5 литров, на каждый литр нужно примерно 150-200 грамм. Вот насыпаете, перемешиваете хорошо и опускаете туда сырое яйцо. Если яйцо не всплывает, добавляйте соли. Вот когда яйцо у вас всплыло, рассол готов, соли достаточно. На 5 литров воды вливаете примерно 1 чайную ложку 9% уксуса или 2 чайные ложки 6% уксуса, перемешивайте и в этот рассол опускаете свой сыр. Значит, уксус нужен для того, чтобы сыр не стал вот таким мягким, склизким. То есть нужна немножко кислая среда для сыра, для долгого хранения. Рецепт напишу вам внизу. Ну, это приблизительно будет рецепт, но имейте в виду, запомните, что у нас так проверяли всегда. Бросаете яйцо сырое, когда яйцо всплыло, достаточно соли.
Я рассол не готовлю, девочки, потому что у меня нет таких возможностей, нет таких условий, чтобы хранить сыр в рассоле. У нас очень сыро, у нас очень влажно, у нас не холодно, поэтому, знаете как, нет таких вот прям условий. В холодильник у меня такая большая кастрюля не помещается. Поэтому я сыр хорошенечко просаливаю для долгого хранения и хорошо его высушу, поставлю на пластмассовую решеточку, которую я вам уже показала, и дам сыру хорошо просохнуть в комнате, вот в кухне, в теплом помещении, чтобы он хорошо высох. Потом его уже можно хранить в холодильнике. Ну и честно сказать, когда есть возможность сделать сыр постоянно, я и делаю постоянно. У меня обычно 1-2 головки. Вот этот сыр, как видите, он сухой. Вот видите, он сухой уже, его можно уже кушать. Вот, мы его порежем и уже будем кушать. Пока этот съедим, вот этот уже будет готов. Мы очень любим такой, знаете, полусоленый сыр, поэтому такой, знаете, полумягкий. Поэтому, может быть, вот этот сделаю таким. Этот будет потверже, а этот будет помягче. У меня дочка любит такой полусоленый. Ардакшашт, как на астинском называется, ардакшашт. Вот так. Вот такой сыр. Ну, вот такие дела. Ну и напоследок, друзья, давайте взвесим, сколько у меня сыра. Я прямо вот так поставлю, потому что, ну, пластиковая форма очень легкая. Так, вот здесь у меня 1785 грамм. Ну, потом я взвешу отдельно форму, скажу вам, ну, грубо скажем, 600 кг. И эта форма еще легче, мне кажется. Ну, пусть она 200. Ну, так, вот эта форма тоже, наверное, грамм 200 весит. Так, и здесь у меня 1118. Так, ну, скажем, килограмм. Значит, 2600 примерно получилось из 18 литров. Вот так, 2600. Ну, пусть 2500. 2500. За молоко я заплатила за 20 литров 20 евро. На 18 евро получилось у меня 2,5 килограммов сыра и совсем чуть-чуть творога. Так, творога у меня получилось в этот раз намного меньше, чем в первый раз. В первый раз у меня было творога много. Видимо, потому что сыра, наверное, было меньше в первый раз. Не знаю, точно не могу сказать. Ну, вот столько. Давайте заодно тогда проверим, сколько у меня получилось творога. Тарелка весит 300 грамм. Так, здесь у меня 498, 500 грамм. Минус 300, 200 грамм творога. То есть, вот смотрите, плюс 2 литра молока у меня лежит в холодильнике. Вот считайте, на 18 евро у меня получилось 300 грамм, сколько я сказала, 200 грамм творога и 2,5 килограмма сыра. 18 евро. Дорого 2,5 килограмма сыра за 18 евро. Считайте. Ну, плюс еще работа. Вот и все, друзья. Всем пока.